Здравствуйте, мальчики и девочки, студенты и студентки. Продолжаем с вами бросать под углом к горизонту различного рода предметы. И сейчас нам с вами предстоит решить задачку 8.2 из сборника задач для 10-11 классов Московкиной Елены Геннадьевны и Волкова Владимира Анатольевича. Итак, задачка. Я ее сначала прочитаю. Вот. В любой задачке можно находить интересные, так сказать, слова. Да? Струя воды. Вот. Струя воды. Так, струя. Вытекает из шланга. Вот. Ну, хорошо. Значит, струя воды вытекает из шланга со скоростью 8 метров в секунду под углом 60 градусов к горизонту. На какую максимальную высоту она поднимется? Ну вот, давайте с вами запишем условия задачи. Итак, начальная скорость 8 метров в секунду и 60 градусов под углом к горизонту. И нужно найти максимальную высоту. Вот максимальную высоту я буду обозначать буквой H большая. Вот. Буква большая H. Вот. Иногда пишут Y максимальная, да? А у меня будет H большая. Ну, опять-таки, давайте себе представим, что такое, что тут будет происходить. Вот шланг, допустим. Да, а вот струя воды бьет. Вот она. Струя воды из шланга. Под углом 60 градусов к горизонту. Ну, где-то так. Вот. И струя воды это поднимается. Потом будет падать, но это нас уже интересовать не будет. Итак, это ось X, а вот это ось Y. И смотрите, вот она поднимается и доходит до наивысшей точки. И вот это у нас и есть не что иное, как максимальная высота. Вопрос, а что со струей-то здесь произойдет в самой верхней точке? Она продолжит двигаться куда-то? Да, конечно. Безусловно. Потому что здесь скорость не равна нулю. Запомните это, скорость наивысшей точки не равна нулю. Здесь существует скорость только по оси x, vx. А вот vy в этой точке, вот здесь, вот наивысшей точке vy, будет равняться нулю. Поэтому мы должны сосредоточиться сейчас, что будет происходить по оси y. А по оси y будет происходить вот что. Помните того, так сказать, муравья из первой задачи, только он сейчас раз вот сюда смотрит. И что интересно, он не понимает, что происходит по оси x. Он может только наблюдать то, что происходит по оси y. А по оси y происходит самое обыкновенное бросание тела вертикально вверх. Все. Вертикально вверх. Вот что будет этот муравей видеть. Вот что будет видеть муравей. Смотрит, он раз поднимается, потом раз падает. Но это уже будет другая песня. А нам сейчас вот нужно найти вот эту вот максимальную высоту. А ускорение свободного падения как смотрело вниз, так и смотрит. G смотрит вниз. G всегда смотрит вниз. Само собой разумеющееся, да? Ну и, короче говоря, H равняется v квадрат минус v нулевое квадрат и деленное на 2g. Только мы сейчас вместо плюса поставим минус, потому что g направлена вниз, а ось y направлена вверх. И вот здесь поставим y и y, потому что нас интересует движение тела только по оси y. И что же тогда? Vy здесь равно нулю. Минус улетучивается. И остается v нулевое y в квадрате, деленное на 2g. А что же такое v нулевое y? Мы раскладываем начальную скорость. Вот она на две составляющие. Это у нас v нулевое x, а вот у нас v нулевое y. Вот.
Это у нас проекция вектора начальной скорости на ось y. А v нулевое y это будет не что иное, как v нулевое умножить на синус угла альфа, потому что вот этот вот катет лежит против этого угла. Или вот этот у нас уголочек альфа, да, внутренний накрест лежащий. И это v нулевое лежит, v нулевое y против угла альфа. А чтобы найти катет, который лежит против угла альфа, нужно гипотенузу умножить на синус. Ну и тогда что у нас получается? Получается, что максимальная высота это есть не что иное, как v нулевое квадрат синус квадрат альфа. Почему? Потому что v нулевое синус альфа мы возвели в квадрат. Это будет в квадрате, это будет в квадрате. Короче, делим на 2g. Вот и вся, как говорится, задачка. Значит, что у нас получается? Получается 64, 8 и 8, 64. А вот смотрите, очень интересная штука. Синус 60. Синус 60 это 0,866. А вот если мы возведем 0,866 в квадрат, мы получим ровное число 0,75. Вот интересная штука, да? Поэтому синус квадрат 60 градусов дает нам 0,75. Можете проверить с помощью калькулятора. И делим на 20. Все. Поделили. 32. Это 3 четверти. Вернее, 3,2, не 32. 64 делим на 2 будет 32. 32 делим на 10. 3,2. И 3 четверти от 3,2 это будет 2,4 метра. 2,4 метра. Ну, вот такая вот штука у нас получилась. Все. Ответили на этот вопрос. Вот такая максимальная высота. Кстати говоря, есть еще путь дойти до этого. Но этот путь достаточно длинный. А мы с вами ищем более такие простые, короткие пути. Вот все, что мне хотелось бы вам сказать и рассказать. Учите физику, ребятки, на самом суперском канале ФЭП. Физика – это просто канал, на котором любые задачи вдруг становятся простыми, понятными и доступными. Поэтому, если вы еще не записаны на мой канал, сделайте доброе дело, запишитесь. Буду вам очень признателен и благодарен. Ну и, конечно, лайк не забудьте поставить. Всего доброго. До свидания. До новых встреч.